Всем привет! 7 июля 2022 года отличный, на мой взгляд, смартфон под названием Xiaomi 12S Ultra продается в Китае. Что интересно, первые покупатели были в восторге от новинки. Впечатления у данных фанатов, а также простых пользователей сплошь позитивны. 98% отзывов являются положительными. Но не все знают, что компания Xiaomi заявила, что данный гаджет останется эксклюзивом для родного рынка, то есть Китая. Или азиатская версия, если так можно сказать. Но все изменилось сегодня. Есть такой очень известный авторитетный инсайдер Мукул Шарма. К примеру, он первым рассказал о Xiaomi Mi Note 10 со 108-мегапиксельной камерой. Так вот, этот дядька уверяет, что смартфон Xiaomi 12S Ultra, который выделяется своей камерой с дюймовым датчиком, все же может выйти на глобальный рынок, что является большим плюсом. Также на днях известный блогер Маркес Браунли опубликовал большой обзор камеры данного смартфона. Эта камера феноменальна и действительно очень хороша в большинстве сценариев. Говорит Маркес Браунли, основная 50-мегапиксельная камера обеспечивает великолепную детализацию, а также может сделать действительно очень и очень хорошие фотографии там, где другие флагманы, просто сделают неплохие снимки. Это, на мой взгляд, очень хорошее высказывание. Смартфон действительно получился топовым. Основные фишки Xiaomi 12S Ultra — это мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, AMOLED дисплей с диагональю 6,73 дюйма, аккумулятор емкостью 4860 мАч, основной дюймовый 50-мегапиксельный датчик Sony IMX989, и, конечно же, цена всего $890. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Начнем с цены. Базовая версия Xiaomi 12S Ultra 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти продается за $890. Остальные версии 12-256 ГБ за $960, 12-512 ГБ за $1035. На мой взгляд, очень и очень неплохо, если учитывать те характеристики, которые мы получаем. Гаджет получил мощный, энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам компании Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей, что является очень и очень неплохим результатом. Также особенностью смартфона Xiaomi 12S Ultra является камера Leica, в которой применяется дюймовый 50-мегапиксельный датчик от компании Sony, а именно IMX989. В дополнение здесь используются поглощающие ультрафиолетовый и инфракрасный свет линзы с антибликовым покрытием. Другие сенсоры 48-мегапиксельные. Один используется в связке со сверхширокоугольным объективом, другой с перископным объективом, обеспечивающим оптический зум. Даже если сильно потрясти смартфон в руке или пытаться снять быстро движущийся объект, кадр все равно будет четкий. Записывать видео можно в формате Dolby Vision HDR с максимальным разрешением 8К 24 кадра в секунду. Можно также выбрать между кодеком H264 и более эффективным H265. Оптическая стабилизация работает независимо от выбранных параметров, что, на мой взгляд, очень и очень неплохой результат. Также в конфигурации смартфона имеется экран AMOLED с диагональю 6,73 дюйма и разрешением 2К. В ручном режиме максимальная
предельная яркость достигает 512 нит, а в автоматическом доходит до 1065 нит. Смартфон официально поддерживает расширенный динамический диапазон, то есть HDR. Матрица выполнена по технологии LTPO 2.0, благодаря чему частота обновления может регулироваться от 1 до 120 Гц. В настройках есть несколько цветовых профилей: яркий, насыщенный и стандартный. То есть действительно можно выбрать для себя. Можно переключаться между палитрами DCI-P3 и sRGB. Так что каждый сможет настроить картинку под свои предпочтения. То есть все продумано, все на высшем уровне. Аккумулятор имеет емкость 4860 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 67 Вт. При частоте экрана 60 Гц смартфон способен воспроизводить видео в течение 16 часов 19 минут. А в браузере при колебаниях от 1 до 120 Гц он продержался 14 часов 43 минуты. Эти данные получены с учетом разрешения экрана в 1440p. В режиме обычного повседневного использования с подключением к 5G можно рассчитывать не более чем на 8 часов. От комплектного адаптера смартфон заряжается за полчаса до 73%, а сотню набирает примерно за 50 минут. Ну, на мой взгляд, это достаточно неплохой результат, то есть действительно больше и не нужно. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 12 с фирменной графической оболочкой MIUI 13 из коробки. Основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация и виджеты, качественный, что немаловажно, виброотклик, технология Turbo 2.0 для игры, конечно же, смартфон создан, чтобы играть, повышенная конфиденциальность, расширение оперативной памяти, чего ждали миллионы людей, функция MIUI Plus для планшетов, технология Focus Computing 2.0 и также улучшенная энергоэффективность. Ну и, конечно же, куда же без функций Mi Magic Center и MIUI Family, ну и многое другое. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Xiaomi удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем очень и очень хороший смартфон в лице Xiaomi 12S Ultra. Это действительно топовый гаджет на данный момент. И, на мой взгляд, ну плюс-минус $900 за такие технические характеристики — это вообще ни о чем. Можно покупать смело и использовать данный смартфон на ура, потому что мы получаем крутую камеру, мы получаем мощный процессор, мы, получаем отличный AMOLED экран и быструю зарядку. То есть сейчас в основном все флагманы получают топовые технические характеристики, но цена $890 за самую минимальную версию, конечно же, заслуживает внимания. А покупать ли данный смартфон, решайте только сами. С вами был канал Первый Обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.